Добрый вечер, дорогие друзья. В сегодняшнем ролике мы поговорим о пополнении семейства Dynamit от AC Electronics. На этот раз DM3 будет у нас в гостях. Это прекрасная новость не для вокалистов, а в первую очередь для гитаристов, потому что это не усилитель для микрофона, которые были у нас до этого в рамках серии Dynamit, но небольшой миниатюрный Direct Box, который имеет форм-фактор, буквально брелка на ваши ключи. Обо всем этом поговорим сегодня на канале «Давай запишем», где я вас приветствую снова и напоминаю, что здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. Для того, чтобы понять, где это устройство нам пригодится, давайте разберемся сначала с разъемами на вход и на выход. Итак, разъем на вход — это TRS, TS, то есть стандартный джек, как мы видим по вот этому небольшому брелочку, который идет, кстати, в комплекте и позволяет нам вот это устройство вешать к себе куда-нибудь на ключи, допустим, и не терять. Кстати, фиксация достаточно жесткая за счет вот этой фиксирующей ручки, так что ваш инструмент отсюда точно не выпадет по дороге. И с брелка эта вещь точно никуда не потеряется. Так вот, второй разъем — это XLR. Привычный нам всем микрофонный балансный XLR, то есть это устройство мы с вами можем подключить к микрофонному входу. И как раз-таки в тех ситуациях, когда у нас есть микрофонный канал, но при этом нет специализированного инструментального канала со специализированным же сопротивлением инструментальным, вот эта штука будет нам давать нужное сопротивление, нужный, скажем так, гитарный звук, потому что в сегодняшнем ролике мы будем тесты делать на гитаре. Опять же, не только гитара сюда может подойти, можно использовать бас-гитару, можно использовать пьезовый звукосниматель с акустики, например, можно использовать выход с драм-машины, с синтезатора. То есть везде, где вам нужно вот это самое сопротивление инструментальное, везде эта штучка нам поможет. Здесь можно менять те или иные параметры, например, усиление. Усиление, даже будет правильнее сказать ослабление, потому что здесь имеется встроенный аттюнятор. Что он делает? Если вы пользуетесь гитарой, допустим, электрогитарой с достаточно большим, я бы даже сказал, горячим выхлопом. Это гитары с активными звукоснимателями. Очень часто на многих устройствах, например, на аудиоинтерфейсах иногда такое бывает, что вы уходите в перегрузку с ручкой, которая у вас буквально на нуле. И у вас нет вот этого запаса по громкости, вы никак не можете его получить, потому что у вас уже перегрузка, и вы с ней ничего не можете сделать. Как раз для этого здесь и установлен аттюнятор. Есть позиция на 0 дБ, то есть звук идет как он есть. Имеется регулировка на минус 15 дБ и на минус 30. То есть самые громкие источники с помощью этой штуки вы сможете записать без каких бы то ни было искажений. Минус 30 дБ — это действительно очень и очень большая цифра, которая нам будет в этом с вами помогать. Вторая ручка, второй регулятор, также трехпозиционный, отвечает у нас за режим работы этого устройства. Есть параметр OFF, то есть D-Box не работает. Есть параметр ON, то есть D-Box работает. И есть параметр ON+, это какая-то улучшенная технология от AC, которая дает нам более чистый звук. Но я заранее забегу вперед и скажу, что почему-то, когда мы слушали через просто ON, звук был хуже, чем когда мы слушали через режим OFF. Но опять же, ON+ все вылечил, и лично мне очень понравилось то, что мы смогли записать, учитывая, что, я напоминаю для тех, кто вдруг нас смотрит впервые, у нас тут за стеной трансформатор. И он шпарит и денно, и ночно. И даже несмотря на это, с синглом мы смогли получить достаточно чистый звук, с которым в дальнейшем, возможно, уже после этапа записи можно будет как-то поработать. О чем еще стоит упомянуть, это о том, что все регулировки, все вот эти переключатели трехпозиционные, они утоплены в корпус. И чтобы нам до них добраться, в комплекте, к счастью, идет вот такая бесплатная небольшая гномья отверточка, как я ее называю, с помощью которой можно те или иные параметры переключать. Что достаточно здорово, потому что у DM1 и DM2, к сожалению, такой отверточки в комплекте не шло, и вам нужно было ее искать где-то самому. Но вот, к счастью, здесь такая отверточка есть. Еще бы, если бы ее сделали прям вот прикручено как-то к этому брелку,
вообще, мне кажется, было бы здорово. Но и утопленные функции, утопленные переключатели, мне кажется, здесь неспроста. Если вы кидаете это куда-то в сумку, если вы кидаете это куда-то в педалборд, если это все будет вот так вот у вас бултыхаться по ходу того, как вы куда-то едете на гастроли, то, опять же, ручки надежно защищены, им не угрожает никакая опасность, они доедут в целости и сохранности на конечный пункт вашей музыкальной дислокации. Поговорим немножко о тестах. Итак, мы решили разнообразить тест и сделать такую, можно сказать, выборку. Мы запишем оригинальный сигнал на наш студийный аудиоинтерфейс, потому что там есть гитарный инструментальный вход. Ну, то есть такой референс, с которым мы будем проводить сравнение. И мы в режиме 0 дБ, то есть без ослабления, запишем сразу 3 варианта. Мы запишем сигнал в режиме OFF, мы запишем сигнал в режиме ON, мы запишем сигнал в режиме ON+. Напомню, что для этого устройства, как и для DM1 и DM2, необходимо фантомное питание, которое будет запитывать все усиление, всю вот эту микросхему, которая и дает тот самый гитарный звук. Попробуем, послушаем, сравним. И да, стоит упомянуть, что усиление в этом тесте мы используем в 25 дБ. Когда мы подключаемся на динамит, делаем усиление чуть-чуть поменьше, потому что все-таки отсюда мы получаем уровень побольше, чем с привычного инструментального входа. Выводы. Давайте пару слов об этом устройстве. В целом оно мне понравилось. Это действительно прекрасная возможность, допустим, когда вы гастролирующий музыкант, когда у вас есть частые халтурки, и вес вашей поклажи напрямую влияет на, как сказать, ваше самочувствие. Вот. Ну и, естественно, вам, как гитаристу, допустим, хочется, чтобы ваш педалборд, ваша сумка гитарная, ваш гитарный кофр, в котором вы носите гитару, и куда вы скидываете всю обработку, педали, провода, батарейки и так далее, весил поменьше. И вот как раз вот это снижение веса и дает подобное устройство. Да, немножко странно мне лично показалось, что на режиме ON мы получили какие-то, наоборот, искажения, которых у нас в оригинале не было. Это действительно странно. Возможно, здесь on и off были перепутаны. Хотя я в этом сомневаюсь. Но, опять же, режим on+, поставил все на свои места, и я думаю, что в больших, ну, не знаю, процентах 99 из 100 режим on+, именно этот режим вы и будете использовать во время мероприятий. Напомню, что это вещица, которая может пригодиться не только гитаристам, причем электрушечникам и акустикам, гитаристам, как-то я странно сказал, но все же. Также она придется по душе людям, которые работают с клавишами, с драм-машинами, синтезаторами и так далее. Все это можно закоммутировать сюда. Ну и опять же, когда вы отыграли мероприятие, всегда в комплекте есть вот такой брелок. Я даже знаю, что существует такой держатель для ключей от дома, от Marshall вроде, вот с такими же брелоками, к которому вы можете подсоединить ваши ключи и вешать рядом с дверью. Вот, опять же, можно то же самое, наверное, плюс-минус делать и с DM1, благо корпус такие манипуляции производить позволяет. Что вы думаете по поводу этого устройства? Напишите в комментариях. Напишите ваш род деятельности. Допустим, если вы гитарист, взяли бы себе в комплект такое устройство, кинули бы его к себе куда-нибудь в гитарный кофр и так далее. Обязательно перед тем, как писать, не забудьте посмотреть цену, потому что ценник — это тоже очень важный фактор, который должен влиять на ваш конечный вывод по тому или иному продукту. Друзья, это был канал «Давай запишем». Я напоминаю, что здесь мы с вами говорим про аудио. Зову вас подписаться, если вы здесь недавно. Зову поставить лайк, чтобы, как-то отблагодарить нас за нашу работу. И напоминаю, что штатно лично за мной вы можете следить в моих соцсетях. Все ссылки прямо сейчас вы можете видеть у себя на экране. А я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Выводы. Так, готово.